Добро пожаловать на наш канал. Сегодня поговорим про художника, который был востребован при всех режимах. Фердинанд Виктор Эжен Делакруа. Годы жизни 1798-1863. Французский живописец, признанный многими художественными критиками самым влиятельным представителем романтизма. Делакруа произвел настоящую революцию в живописи. Он стал писать сцены из современной жизни, не зацикливаясь на строгих жанровых канонах классицизма. Воплощал на холсте и литературные сюжеты, а не только древнегреческие мифы и сцены из Библии. Да и картины писал видимыми мазками, они были более насыщенными по цвету, чем это было принято в классицизме, а мазки и цветовая палитра являлись важными элементами полотна, определяли его смысл и настроение, примерно как композиция, жесты и сюжет. Делакруа писал всегда в очень жарко натопленной художественной мастерской, а шею обматывал шарфом. В свое время, еще в молодости, он основательно простудился, и теперь у него часто болело горло. Однако во время работы забывал обо всем, кисть летала над натянутым холстом. На нем постепенно появлялись очертания очередного шедевра. А на улице, несмотря на холодную промозглую зимнюю погоду, даже в Париже зимой в то время было прохладно, за ним через окно с восторгом наблюдали двое юношей. Его работы вселяли в них восторг и восхищение. Они внимательно всматриваются в каждый жест великого художника и даже специально сняли за приличные деньги убогую комнатушку рядом с его мастерской, чтобы можно было следить за работой Эжена Делакруа. Юноши амбициозны, они мечтают покорить Париж, выставлять свои картины на парижском салоне, а зовут их Клод Мане и Пьер-Агюст Ренуар. Эжен Делакруа родом из влиятельной и богатой семьи. Отец в свое время служил министром иностранных дел Франции, потом послом. Его должность министра занял Таллейран, и этот ловкий политик и дипломат, сумевший сохранить свою завидную должность при 3 политических режимах, часто захаживал к Делакруа в гости. Но не только ради общения с бывшим министром и возможности хорошо пообедать. Есть мнение, что Эжен был внебрачным сыном Таллейрана, но сам Эжен никогда не давал повод считать именно так и никогда не упоминал об этом. Он искренне любил своего отца, человека порядочного, честного, открытого, умного и неподкупного, практически противоположности Таллейрану. Жаль только, что тот умер рано, когда сыну исполнилось 7 лет. Эжен был мальчиком нервным и эмоциональным, часто попадал в различные неприятности. А еще он любил с глубокомысленным видом сообщать взрослым азбучные истины, которые они и так прекрасно знали. Что-то вроде учителя Ипполита Ипполитовича из рассказа Антона Чехова, всем твердившего, что Волга впадает в Каспийское море. Когда он подрос, то стал учиться в императорском лицее на полном пансионе, благо мама могла заплатить за подобное обучение. Там он каждое утро начинал с новостей об очередных победах Наполеона Бонапарта, изучал латынь и греческий язык, азы математики. Но больше всего любил Делакруа рисовать, хотя тогда и не думал становиться художником, в отличие от многих других живописцев, уже с детства и отрочества определивших свой жизненный путь, как, например, Василий Тропинин. А еще Делакруа там научился превыше всего ценить собственную честь и дружбу, которые считались высшей ценностью. В 1814 году во Франции союзная армия захватила Париж. Наполеон был вынужден отречься от трона, и вся прежняя французская элита, которой принадлежал отец Эжена Делакруа, оказалась в опале. Будь он жив, его наверняка ждало бы изгнание, а то и казнь, но Шарль Делакруа уже давно умер,
а потому семья Эжена просто обеднела и лишилась большей части своего состояния и влияния. Мама Эжена после подобного умерла через несколько месяцев, и в 15 лет он остался полным сиротой. Эжен стал жить у замужней старшей сестры и там научился тщательно рассчитывать свои скудные финансы. Всегда элегантно выглядеть даже в старом костюме, лазить по ночам в спальню служанки, рисовать карикатуры для французских газет, чтобы подзаработать немного денег. Он начинает учиться у французского художника Герена и часто ездил от сестры в его мастерскую. От подобных поездок, совершаемых вне зависимости от погоды на улице, он постоянно простужался и в итоге основательно застудил себе горло. Жизнь Делакруа была непростой, многогранной и насыщенной. Было у него много побед, но случались и провалы. Уже первая представленная им на парижском салоне картина «Данте и Вергилий в аду» была отмечена золотой медалью, хотя и тогда некоторые критики пренебрежительно писали: «Слабое подражание Рубенсу, написано как будто пьяной метлой». Впрочем, недовольные творчеством Делакруа имелись всегда. Он стал новатором, разрушителем стереотипов, а любое новшество некоторыми консерваторами всегда воспринимается в штыки. Однако наряду с золотой медалью Делакруа вручили и 2000 франков, и с нуждой было покончено. Но когда ему вздумалось представить картину «Смерть Сардонапала», то художественные критики были очень недовольны. Как можно было писать на переднем плане обнаженную девушку, отчаянно пытающую сохранить свою жизнь в руках жестокого убийцы? Для того времени это был нонсенс, невиданный скандал. Делакруа обвиняли в восхищении бесстыдным обнаженным телом и жестокостью. Хотя своего он добился, его полотна привлекали внимание, а любой художник скажет, что лучше скандальная слава, чем вообще никакой и полное равнодушие. В 1830 году во Франции произошла июльская революция, и многое переменилось. Для Делакруа перемены были в лучшую сторону, прежняя опала утихла, а он, вдохновленный новыми революционными настроениями, пишет знаменитую картину «Свобода, ведущая народ». Именно по ней многие знают этого художника, хотя выдающихся картин у него немало. Однако благодаря своей революционной направленности в Советском Союзе она была очень популярна, несмотря на обнаженную женскую грудь. Сама «Свобода» — образ аллегорический. Делакруа написал ее в виде молодой и прекрасной женщины в колпаке якобинцев, ведущей народ через баррикады. А потом была поездка в Марокко, откуда он привез незабываемые впечатления из совершенно другой страны и другой культуры. Необычной, экзотической, манящей для художника. Яркие краски, интересные образы. В Марокко Делакруа делает множество этюдов, а уже вернувшись во Францию, продолжил работать над ними, создавая по их мотивам и своим воспоминаниям удивительные картины, которые в течение 10 лет выставлял на парижском салоне. Его слава росла, и Делакруа пригласили расписывать знаменитые французские дворцы Лувр, Люксембургский и Бурбонский. Он расписал множество стен и потолков, но эта работа не была для него мучением, как для Микеланджело во время росписи Сикстинской капеллы. Она приносила радость и удовлетворение. Больше, чем расписывать стены и потолки, Делакруа любил разговоры и общение с друзьями. Их у него было множество. С интересным собеседником он мог проходить всю ночь напролет, ведя неторопливую беседу, а потом, отдохнув, вновь залезал на леса, расписывать очередную стену или потолок. Во времена Второй Французской Республики Делакруа, смертельно уставший от социальных потрясений и растеряв весь свой революционный пыл, уедет из Парижа. Будет выращивать виноград в своем небольшом поместье, делать вино и тихо доживать свой век.
И наверняка не зря. Ведь мало у какого художника не уничтожили больше картин во время очередной смены режима, чем у Эжена Делакруа. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.